Всем привет! Если вы хотите знать, как сделать оттиск фольгой на коже более долговечным, смотрите видео, сегодня я с вами поделюсь хорошим способом. Что нам для этого понадобится? Конечно же, это кусочек кожи, наша заготовка, с которой мы будем работать и на которую будем ставить оттиск. Кожа должна хорошо взаимодействовать с фольгой, то есть фольга хорошо должна тесниться на этой коже. Как это определить? Конечно же, методом проб. Берем какой-то образец кожи, ставим оттиск, если нету никаких разрывов, к примеру, или отслоений, значит эта кожа подходит, и мы ее берем в работу. Также нужна специальная фольга для теснения на коже. Она вот с такой клеевой основой. Есть они разного цвета, серебро, золото, потом есть цветные, неважно. В общем, выбирайте то, что подходит под дизайн вашего изделия. Также понадобится кусочек относительно мягкого материала, который бы был устойчив к воздействию высоких температур. Я обычно беру кожу толщиной где-то 2 мм. Это может быть хромка, растишка. Зачем это нужно, расскажу в ходе видео. А также пленка для запекания, она тоже устойчива к высоким температурам. Биндеры, обтянутые кожей. Само клише, которое будем теснить. Это у меня осталось после изготовления книги о Ведьмаке. И, конечно же, пресс. Пресс для горячего теснения с вот такой вот нагревательной планкой, нагревательным элементом. Теперь собираем наш конструктор. В первую очередь кладем подложку на рабочую область пресса. Она должна быть не меньше по размеру, чем будущий оттиск. Далее поверх кладем нашу заготовку. Ее фиксируем биндерами, чтобы не двигалась. После на пресс устанавливаем клише. У меня установка клише происходит с нагревательной этой плитой. Все как бы зависит от модели вашего пресса. И дальше подключаем, ждем, пока эта вся конструкция нагреется до нужной температуры. Нужная температура для теснения фольгой 130 градусов плюс-минус. Клише разогрето. Теперь размещаем под клише нашу фольгу блестящей поверхностью вверх, клеевой поверхностью к нашей заготовке. Сам оттиск ставим в два этапа. Первый этап — это обычное теснение, стандартное, секундный нажим. После того, как поставили оттиск, мы снимаем нашу фольгу. Вот для этого нужны биндеры, чтобы они фиксировали нашу заготовку. И когда мы снимаем фольгу, то заготовка не сместилась. Далее на место оттиска кладем вот эту вот пленку для запекания. И теперь еще раз продавливаем наш оттиск, только уже с максимальным давлением и более продолжительно. Теперь объясню, что и зачем делалось. Ну, во-первых, вот эта подложка, она нужна была для второго этапа теснения, когда нам клише нужно было вдавить максимально глубоко в нашу заготовку. Из-за того, что вот эта подложка, она относительно мягкая, то есть наше клише, оно вошло глубже и сделало более глубокий оттиск. Зачем нам это нужно? Да просто для того, чтобы, когда деталь будет взаимодействовать с другими предметами, допустим, будет какое-то трение, то фольга, которая углубленная у нас, она не будет подвержена вот этим воздействиям, самому трению с другими предметами. Вы можете сказать, что продавливание второе, да, можно было делать и не снимая фольгу, и не нужна вот эта, к примеру, пленка там для запекания и все такое. Да, это можно делать, но мы не всегда можем рассчитать как бы силу давления, и если все клише продавится, то вот этот корпус клише, он тоже может зацепить фольгу и в принципе оставить от себя след, который мы уже потом не уберем. А вот эта вот пленка наносится сюда для того, чтобы само клише, когда оно повторно будет касаться нашего оттиска, уже фольгированного, да, то само клише, оно не повредит наш оттиск. Из-за того, что здесь есть вот эта вот защитная пленочка. В результате, если мы это все дело проделали, плюс в финале нанесли какую-нибудь апритуру, которая создаст еще защитный слой на нашей коже, на нашем оттиске, то мы как раз и получим фольгированный оттиск, который максимально защищен от различных повреждений, трений, что как раз является основной причиной отслоения или стирания фольги вот на таких оттисках. Но и давайте оставаться реалистами и понимать, что долговечность такого оттиска зависит не только от нашего профессионализма и качества выбранных материалов, но и от условий использования готового изделия уже с таким оттиском.
Надеюсь, видео будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.